Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Кварт.ua. Я здесь вижу есть светлый дух, а это означает что? Правильно, я обещал вам, что запишу ролик по духам через богов-магов, либо же боги-маги-духи. То есть у меня был уже один ролик, там, по-моему, позавчера, где я попытался записать духов. Там у меня получилось так, знаете, ну, чуть-чуть смешано. То есть у меня было там 4 духа, 4 бога, 5 драконов и 6 магов, либо же 9 магов. То есть я уже не помню, на самом деле, как у меня там было, потому что я уже до этого записывал несколько роликов, но не суть, не суть. И да, ребят, если что, я помню про поводу гоблинов-мехов. Я помню, но, к сожалению, пока что мне не получается их записать. Как только у меня получится, так я сразу запишу и, соответственно, их выложу. Но, к сожалению, пока удача не на моей стороне, поэтому иду я лесом с болтом 28. Ну, хотя бы у меня есть болт 28, понимаете? Если бы у меня был болт 5 сантиметров, ну, было бы грустно. Вот. Поэтому давайте так. Мне, в принципе, тиник со старта пришел. Сейчас берем вот так вот расширенный пул, выставляем двух духов. И я буду целенаправленно пытаться записать богов-духов. Ну, и все, соответственно. Ну, может... Ну, ладно. Не может. А, скорее всего, получится у меня записать еще и магов сверху. Вот и посмотрим, насколько же все-таки актуальны духи в этом патче. На самом деле, у меня субъективное мнение насчет их. Потому что для меня духи — это такая себе синергия. Вот, честное слово, не знаю. Я не то, что к ним скептически отношусь. Я просто их не особо люблю. То есть... Для меня духи, вот когда они у противника, они срабатывают чуть ли не там не каждую тычку. Когда я же играю на духах, я думаю, у многих сейчас будет жиза, это... Оно не работает на вас. Вот когда вы играете через духов, у вас баф духов не срабатывает. А вот когда противник играет через духов, соответственно, баф духов на вас срабатывает чуть ли не каждую тычку. А у меня, к сожалению, не так. Так вот. Поэтому сейчас я буду просто целенаправленно записывать духов. Духов богов, богов-духов магов. То есть не знаю, как получится, так я, соответственно, буду записывать. Сейчас пока что ко мне 2 гидки со старта пришло. И я взял неспроста уровень. Ух ты, ё. Не, ну я, соответственно, беру арканцы. Арканцы — это всегда полезная тема. Конечно, никогда у меня гида есть. Если гида в двойку придет, то замечательно. Если же нет, то грусть, печаль, хнык-хнык, плак-плак. Короче. 50 лайков там у меня собрано было. Если что, в правом верхнем углу экрана будет подсказка на этот ролик. Вдруг ты этот ролик не смотрел, я рекомендую этот ролик посмотреть. Это довольно-таки интересный файт был, интересная каточка и в целом просто интересная игра была. Как-то так. Ну да, конечно, я ж никого не добил сейчас. Ну ладно, одного человека я добил, но кабанчиков 1000 насумонилось и меня, соответственно, вынесли. Ладно, это жиза. Это жиза небольшая. Тут, кстати... Есть орк-чернокнижники, и тут, скорее всего, будут боги-орки. По-любому, наверное, будут здесь боги-орки. Ну, чисто из-за того, что боги-орки — это на самом деле довольно-таки сейчас активная мета, из-за того, что есть посох 3-го тира, все играют через Джаггернаута, и как бы все. Как бы все. Но давайте перед тем, как мы сейчас полностью окунемся в каточку, я скажу следующее. Если текущий ролик соберет. Если текущий ролик соберет 50 лайков, я запишу вам керри Свена через ведьмаков и драконов. Давно у меня этого билда не было на канале, я думаю, многим будет это интересно. Но сразу говорю, из-за того, что это довольно-таки сложный билд, как гоблины мехи, чтобы не получилось так, что я выставлю себя балаболом. Из-за того, что это довольно-таки сложная реализация, то я выпущу этот ролик только тогда, когда я, соответственно, смогу записать. Потому что записать керри Свена через Ведьмаков и Драконов, это вам не записать, допустим, тех же самых волшебников через магов, либо что-то еще. Поэтому смотрите, собирается под этим роликом 50 лайков, я запишу вам керри Свена, Ведьмаков и Драконов. Все, как бы мы здесь договорились, руки пожали сейчас друг другу и погнали смотреть дальше каточку. Ну и, соответственно, что я здесь вижу? Вот, какая ситуация будет на текущий момент? Первое, тут, скорее всего, по-любому будут морские. Для меня ситуация вообще не радостная, потому что я собираюсь записать богов-духов, и я записать пытаюсь не то, что мне, знаете, там, ну, с бухта-барахта это захотелось, а из-за того, что здесь есть светлый дух пятерочка. Чтобы вы понимали, записать синергию духов это непросто. Непросто чисто из-за того, что сложность этой сборки в том, неплохо, сейчас скилл так на умник накинулся. Так вот, сложно записать эту сборку в том, что у духов 2 легендарные фигуры. Это Светлый Дух и Энигма. Не помню, как она здесь в игре называется, но здесь она Энигма. А Светлый Дух, вдруг кто не знает, это, если что, аппарат. Я сам на самом деле не знал.
До того, как мне не написал об этом подписчик. Я, кстати, сейчас где-то такой билд сделаю. Может быть, у меня получится пару раз, скажем так, выиграть раунд. И я, соответственно, что? Правильно, я смогу, соответственно, получить халявный ролл. Получу халявный ролл, это будет замечательно. Это будет замечательно, это будет прекрасно, это мед на душу. Надеюсь, конечно, мне Светлый Дух придет в двоечку. То есть это Жрец Дух пятерочка легендарный. И на самом деле мне несколько предметов надо. Но самое главное, чтобы он ко мне пришел в двойку. И вот посмотрим, насколько же духи актуальны в текущем патче, в текущей мете. Да, сейчас ранги все сбросились, и кто-то скажет, да сейчас играют одни там такие, ну, лоу-ранги, все дела. Но на самом деле нет, ребята. Из-за того, что сейчас ранги сбросились, а куча ферзей находится на лоу-ранах, и они все играют на мете. К сожалению, это правда. И тут как бы ничего не сделаешь с этим. Вот, и все. С этим придется жить. И все. И все. Ну, ладно, не об этом. Не об этом. Так, халявный ролл получить. На самом деле здесь есть цветка, и здесь есть Emperor Slide. И вообще можно было бы попробовать через цветы сыграть, но я думаю, откажусь от этой идеи. Откажусь от этой идеи. И все-таки реально попробую записать вам духов. Вот покажу, как они себя чувствуют со старта. Сразу говорю, игра на духах у меня, ну, есть, скажем так, не огромный опыт игры на духах. Вот не огромный опыт игры на духах. Я их не совсем раскусил. Я не совсем их там распробовал. Сидел. Ну, короче, все сливки на торте, грубо говоря. Не знаю я их совершенно. Поэтому сразу скажу вам. Все ошибки, которые будут здесь у меня в ролике, вы, соответственно, мне подчеркнете в комментариях. И как я должен был поступить, соответственно, тоже напишите в комментариях. Потому что я, на самом деле, не особо понимаю, как играть на духах. Вот как на них стартовать. Но в общей теме я понимаю то, что если вам идет, допустим, гоблины мехи, то играем на гоблинах мехах. Получаем халявные роллы, соответственно, апаем свои фигуры, там апаем уровень, т.д. и тому подобное. И перестраиваемся, соответственно, в next. Обалдеть. Ничего себе. А можно мне будет всегда так приходить? У меня, кстати, есть морф еще. Блин, а знаете, что я сейчас подумал? Что я могу-то поставить волшебников. Я могу поставить волшебников. То есть, если мне сейчас придет еще один волшебник, бог, допустим, либо же морской. Ну, морского пока не брал в расширенном пуле, но если мне сейчас бог-волшебник придет, я, соответственно, могу сделать следующее. Я могу либо поставить 9 магов, либо же поставить сейчас 6 гоблинов. Либо же кого поставить? Либо же 9, ну, 9, я думаю, 9 магов самое удобное будет. Либо же 4 бога, кстати. Я думаю, даже 4 бога будет намного эффективнее. Потому что у меня разор будет намного чаще кастовать свою способность. И будет прям вообще зашибительно. Будет прекрасно. Будет замечательно. Либо же выходи в деньги. Я бы на самом деле хотел этот блинк скипнуть. Но не сейчас. Боже, ну, пока на самом деле я комментировал, даже не заметил, что уже 10 раунд наступил. Обалдеть. Мне не хватает одного волшебника, и у меня будет 3 волшебника. Ну да, как я и говорил, GSA собирает сейчас себе богов-орков, но это логично, то, что он собирает себе сейчас богов-орков. Боги-орки — это неотъемлемая мета текущего патча, потому что есть посох 3-го тира, а так как у него довольно-таки сейчас хороший билд, у него уже Джаггер в двойку, то у меня там на самом деле полстола в двойку, поэтому с ним будет тяжело бодаться. Тяжело с ним будет бодаться, но ничего страшного, мы с ним разберемся. Я надеюсь, по крайней мере. Хотя, на самом деле, играя на духах, у меня есть смутное сомнение, что я смогу что-то с ним сделать. Но раз не смогу с ним ничего сделать, то, соответственно, что? Правильно, развалят меня. Оу май. Блин, а я Гримтач это продал. Молот Грома. Я не хочу брать. Лучше б взял. Лучше б взял. Боже, как цветка идет. Как же мне хорошо идет цветка. Обалдеть. Да. Ну, я попробую колечко скипнуть. Не пришел. А может сейчас придет с рандомного сундучка, а? Эх, ладно. Нет так нет. Ну нет так нет. Что поделать? Дискорд. Ну, будем довольствоваться тем, что у нас есть хотя бы. Спасибо хотя бы за Дискорд. На самом деле могла шмотка намного хуже упасть. Но упал Дискорд. И на этом спасибо. И на этом спасибо. Кстати, кто интересуется моим самочувствием, моим здоровьем, то скажу так. Сегодня состояние
ну, почти нормальная. Я не буду говорить... Ого. Ого. Ого! Хе. Не знаю, я на самом деле думаю, что это слабая сборка у меня сейчас. Но лучше пока что и не придумаешь. Как-то так сделаю расстановку. А ну-ка, напишите в комментариях, что думаете по поводу текущей сборки. Вот на текущем уровне какая сборка у меня сейчас, слабая или такая, довольно-таки сильная. Я на самом деле считаю, что через богов это, ну, не супер гуд, конечно. Не супер гуд. Но хотя бы раунд я сейчас выиграл. Я на самом деле никогда в жизни не собирал волшебников через богов. Точнее, богов через волшебников, если это правильно уже озвучивать. Интересно выглядит, интересно. Но на самом деле посмотрим. У меня хотя бы и разор в двойку, но дамага у него, ну, как кот наплакал. Вот, честное слово, как кот наплакал. А еще у чувака там 8 винстрик, 40 монет. Еще полстола в двойку, это опасно. Опасно. Ну, ладно, что ж. Будет весело. Я даже на самом деле не знаю, вот у меня такой вот билд. И как расстановку делать. Кто знает. Не, ну, скажу так, если был бы у меня посох третьего тира, то, естественно, было бы все замечательно. Вот прям песня была бы. Эх, не то. Не то, что надо, мне падает. А у чувака уже 9 винстрик. Но он играет на мете. Вот серьезно, играть через богов орков это мета. Это мета, особенно если там в пуле есть легендарный шаман пятерочка, то это прям то, что доктор прописал. Но у него здесь Джаггер. Кстати, Джаггер с хорошими там шмотками. Я на самом деле даже не знаю, кто его сейчас может распетлить. В данный момент, я думаю, ему никто не ровня. А знаете что, давайте я попробую сейчас духов поставить через волшебников. Я думаю, конечно, это ошибка, но попытка не пытка. Попытка не пытка поставить духов через волшебников. Чисто продемонстрировать, как они сейчас себя чувствуют. Ну, кстати, как раз топчик пришел ко мне. Ага, так, окаменение не работает на Джаггера. Дефолт, понял, принял. Ну да. Ну да. Чего я ожидал иного? Ну, кстати, если бы я поставил богов, то, скорее всего, я могу хотя бы половину стола бы зачистить. Да. Но имеем то, что имеем, и на богов я все-таки оставлю богов. Я верю больше в богов, нежели в элементалистов. Я, ну, честно вам скажу, ребят, честно скажу, я очень скептически отношусь к духам. Очень скептически, потому что, ну, сколько раз я пытался их собрать, столько раз я обкекивался по полной программе, и я думаю, что эта катка будет не исключением. Хотя на самом деле у меня сейчас все более-менее. То есть у меня 74 хп, 40 монет. Кто-то скажет, ну, так себе. А я скажу следующее. В смысле так себе? В смысле так себе? У меня довольно-таки сейчас хороший стол. У меня есть волшебники. Через волшебников я могу, соответственно, перестроиться в фулл магов. Если вдруг прям вообще будет полный Г. Но у меня сейчас минимальная КД. У меня разор кастует. Поэтому... Не знаю. Как по мне, сейчас у меня довольно-таки сильный стол. Не идеально сильный, но сильный. То есть он, по крайней мере, не зашкварный, где... Кстати, колечко магии плюс 30. Это то, что доктор прописал. Хотя на самом деле, колечко это магия, оно мне не особо надо. Ну надо, пусть будет. Пусть будет. В плане о том, что мне не особо надо... Хотя нет, наверное, я только что ерунду сказал. Все-таки оно мне довольно-таки сильно надо. Я, кстати, сейчас какую-то такую расстановку сделаю и, наверное, Дискорд с Разора перекину в Гримтача. А почему я так сделал? Потому что, смотрите, у меня есть два Дискорда. Эти два Дискорда, они сделают... Дискорда, говорю. Дискорда. Дискорда, они по области сделают дебаф на магию. И, соответственно, что? Правильно, Разор у меня будет намного больше дамажить. И это огромный плюс. Вот бы, конечно, мне пришло то, что я хотел бы. Мне бы со старта, знаете, чтобы у меня сейчас было 4 бога и 3 мага.
Ну и пару, соответственно, духов. Это было бы прям топово. Ну, я, кстати, походу выиграю. А Разор-то может? А Разор-то может? Неплохо так он у меня стартует. Не знаю, может выйти из инкама, взять себе 7 уровень, поставить элементалистов. Хотя на самом деле я не особо могу это сделать. А знаете почему? А все элементарно просто. Все элементарно просто. Если я поставлю духов, то у меня не будет синергии богов. А синергии богов не будет потому что у меня нет одного бога. То есть, если у меня был жрец-бог, то есть жрица света, то, естественно, я бы смог это сделать, но, к сожалению, не могу. Ну ладно, чё ж. Имеем то, что имеем, и от этого отталкиваемся. Ну вот, кстати, меня и поимели, скажем так. Охотники разорвали меня без единого шанса. Ладно, зато и уровень хотя бы беру потихонечку. Можно было бы, конечно, немного поролить. А если, допустим, сейчас 9 магов сделать? Вот я сейчас как бы перестановку сделал, у меня есть 9 магов. Будет ли это сильно? Давайте попробуем. Пытка не пытка. В любом случае, там топчик имеет нереальные статы. Сейчас у себя посмотрите, какой у него стол. Ей-богу, дай бог ты ко мне не придешь. Дай бог. Кстати, демоны собираются с ведьмаками. Интересно. Так, докер GG. Ну, пока как-то слабо. Пока как-то слабо, если честно. Так, GSS слил винстрик. Ой-ой-ой, какая же там будет заноза в одном месте. Тут почти 6 людей, 6 маков. Ну, я думаю, кстати, он меня снесет. Я попробую рольную шмотку. О, вот это, конечно, хорошая шмотка. Почему это хорошая шмотка, я сейчас постараюсь объяснить. Это инкастовый скилл Разора, соответственно, это обледенение. Вот почему эта шмотка имба. Чисто из-за того, что я со старта смог закасить свою способность. И из-за того, что я сейчас закасил свою со старта способность, естественно, он пошел в обледенение, и он решил пойти в АФК. И, кстати, возможно... Нет, ладно, ладно. Я только что на мгновение подумал, что можно было бы поставить сейчас... морских. Я задумался на мгновение, зачем мне сейчас морские, а потом понял, что против Джаггернаута это работать не будет. Против того магов, я думаю, и так вынесу. Убийца, конечно, там Сларка в троечку собрал при 50 монетах, но я думаю, это ему не поможет. По крайней мере, я на это надеюсь. Но если поможет, это будет интересненько. Мне, кстати, духи вообще не идут. И ролиться я, наверное, либо буду сейчас на 8 уровне, либо же я буду все-таки на 9 уровне ролиться. На 9 уровне шанс будет 3% на легендарную фигуру. Эх. Шар бездны было бы прикольно взять. Ну, а толку мне от этого шар бездны? Только против того Дотекс играть. Кстати, он 2 разоров двойку собрал. Уникальные скины. Бесплатно. Серьезно? А безоруж? Это та шмотка, о которой я явно мечтал. Ладно, я попробую скипнуть Discord. Да, попробуем. Да. Кто-то мне там в комментариях писал о том, что мне очень часто везет на шмотки. Ребят, без смс-регистрации показываю, насколько сильно мне везет со шмотками. Мать насекомая в таком билде. Ага, это то, что доктор прописал. Верно. 3 раза в день получаете такую вот таблеточку и удаляете эту игру. Потому что это игра как казино. Да.
Так, это убийцы через немножко механизмов. А у меня обледенение. Немножко обледенение. Чел даже ничего сделать не смог. Бэм. Минус 12. Окей. Понял, принял. Осознал. Кстати, спасибо за бога. Спасибо за одного бога. Но я буду, наверное, на 9 уровне выставлять другую синергию. Мне больше интересен вот этот докер GG. Он собирает сейчас такую себе интересную синергию. Ведьмаки с демонами. Сможет ли он как-то до лейта дожить? Интересно. Я думаю, до лейта он не сможет прожить. Во-первых, это дико не метово. И как минимум есть мета, это... Серьезно? Ты на 9 уровне себе нашел еще и импресску сверху? Ты еще и ко мне пришел? Серьезно? Ты еще инкастово крутишься. Я понимаю, что у тебя куча шмоток на крутилочку. Ну вот, кстати, возможно, если бы у меня сейчас стояли 4 бога, а 6 магов, я бы его и вынес. Хотя это ну, смех. Да. А где мои духи? Где мои духи? О, там ведьмак еще и морских сверху ставит. Интересно. А еще чел разора себе в тройку почти нашел. У него там 2 разора в двойку, 1 разор сверху, еще и яйцо. А, погоди, у него разор 1 тут. А куда он второго разора дел? Я ж помню, что у него пару раундов назад было 2 разора в двойку. Чего? Еще и охотник. Не, ну охотника я как бы развалю. Я думаю, охотник... Да, вообще, изи. Даже не вспотел, ребята, даже не вспотел. Я, наверное... Не знаю, мне хочется выйти из инкама. Вот, кстати, я сделаю вот так вот. Вот. Все. Даже из инкама не пришлось выходить. И я попробую реальную шмотку. Мне слишком сильно нужен этот посох. Да ну... Спасибо. Спасибо, что ты мне пердечный приступ не сделал. Если бы ты мне сейчас сделал пердечный приступ, я бы обалдел здесь. Просто, ну, на месте. Я бы на месте откис от того, что мне не пришел бы посох 3-го тира. От этого посоха 3-го тира играет сейчас то, что буду я играть на магах через богов, либо не буду играть. Хотя уже, ну, на самом деле, путь невозврата. Хочу я того или нет, мне придется играть на магах. У меня весь билд на этом построен. Еще вражеский разжор... Ух ты, какой ж... Ты, конечно, сдох, но посох успел настакать. У него 10 стаков на посохе. Я, кстати, буду ролиться. Я, в принципе, уже могу поставить другой билд. Это поставить богов или менталистов немного. Наверное, я так и сделаю. Еще как-то так расстановку сделаю, чтобы от мобов не откиснуть. Вот так. 4 бога, 4 духа, 4 мага. На самом деле у меня довольно-таки слабый стол. Мне вроде бы как хочется поролиться. Кстати, а кто топчика снес? Я как-то провтыкал этот момент и не понял, кто топчика снес. Интересно. Интересно. А кто реально топчика снес? Ну, кстати, я возьму взять Азеса. Вот так вот сделаю. И возьму взгляд Азеса. Во-первых, взгляд Азеса сделает замедление скорости атаки. Это как первый пункт. Второй пункт — это минус от хп реген. Да, на Джаггернаута кто-то мне напишет сейчас в комментариях, это не работает. И я об этом прекрасно знаю, но это работает, соответственно, на остальных. Ну и, соответственно, на Джаггера это тоже работает, если нанести тычку до его крутилки. Как только его крутилка начинается, да, там дебаф спадает и все. Там дебаф спадает и все. И на этом конечное. Из самых опасных это на самом деле вот убийца сейчас. Джаггер Бог. Ну там
Просто в белом танце кружимся и забудь. И забудь. А вот он еще и ко мне пришел. Зачем ты ко мне пришел, алло? Благо у тебя еще посоха третьего тира нету. Ладно, спасибо на этом. Но если у тебя только будет посох третьего тира, то все. Тебе еще и вынес? Я тебя вынес! О да! Моя месть будет сладкая для тебя, дорогой. Еще и Котл пришел. Спасибо. Дух элементалист. Наконец-то. Может, Я, наверное, Морфа пока что уберу, поставлю 6 магов. Пусть у меня будет 4 бога, 6 магов. А духов я чуть позже доставлю. И не знаю, либо я буду продолжать ролиться, либо же все-таки я начну апать уровень. Уровень мне нужен для того, чтобы взять 6 духов поставить. Если мне дух пятерка не придет, то все, это GG. У меня еще посох на 4 раза настакан. Это трэш-контент. Так, охотники. Понял, принял. Разор одним кастом всех охотников снес. Удивлен? Нет, не грамма. Квапа. А можно мне не квапа будет приходить, а можно мне дух пятерка будет приходить? Я очень сильно хочу духа пятерку. Я не хочу квапу. Пусть мне дух пятерка придет 2 раза. Пожалуйста. Мне бы очень этого хотелось. Чего? Только скилл и никакого мошенничества. Чел на Докер GG нашел себе рапиру. Серьезно? Вы посмотрите на его шмотки. У него Мьёльнир, у него Гиперстон, у него рапира. Это мне не передать словами. Я не удивлюсь, что он теперь победит еще. Я ни грамма не удивлюсь на этот счет. Ну, благо, хотя бы разор сносит. Знаете, как я сдох? Никс только что возвратка меня убил. Падло. Ладно, я на своих страхе риск сейчас вышел из инкама. Ну тут либо так, либо никак. Там Докер GG уже начинает побеждать, я смотрю. Но я думаю, ну, рапира есть рапира. Ему, если честно, даже бог Орк нипочем сейчас будет. Он своим уроном будет его пробивать, будь здоров. Ну, что ж, у меня хоть и есть обезоружь. Ну, посмотрим. У него есть Дум зато. Еще и такие шмотки. Вы посмотрите, блин, бессмертие, рапира. Что нужно для лучшей жизни? Да ничего, конечно. Ничего. Охренеть. Давайте вот сейчас вы поставите ролик на паузу и напишите мне в комментариях, что вы думаете. Выиграю я ли эту катку или нет? Я считаю нет. О, ну конечно. Дум по 4 человекам. Ничего необычного, просто жиза. Ну ладно, такое бывает. Даже если я проиграю, я приму с достоинством это поражение, так как никак я духов записываю. А что ж может быть, скажем так, приятнее, чем записать духов с проигрышем? Нет, на самом деле у меня не все потеряно. Если придет ко мне дух пятерка в двоечку, то в принципе я смогу еще затащить эту игру. Не факт, но в принципе смогу. В принципе должен. Кто думает, кстати, что если что, я на WoW вставлю предметы в Лину, то это не ошибка. Лина может ваншотнуть все эти фигуры мобовские. И, соответственно, я могу настакать себе посох намного быстрее. Притом у нее сейчас минимальная КД. Как минимум 2 фигуры она точно уничтожит. Так, если сейчас ко мне придет цепочка, будет...
Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Вот, ребят, ей-богу, в предыдущих комментариях мне писали о том, что насколько же мне жестко везет с предметами. Вот. Походу, кто-то да накаркал. С предметами мне явно не везет сейчас. Я, кстати, выйду полностью из роллов. Полностью из инкама, точнее. Мне дико нужен дух пятерка. Дико. О, наныл. Ага, ну вот. Ну что ж. Смотрим на импакт духов. И можете сразу оценить. 31 раунд. У меня собраны полностью сейчас духи. И вот увидим весь импакт это духов. Честно говоря, против Джаггера это не работает естественным образом. У него маска 5-го тира. Ну и... Неужели убью? Да не, бред какой-то. Если бы я его сейчас убил, это было бы жестко. Это еще X... не, мне показалось на мгновение, что это картинка. Это не картинка, ни грамма. Ну, этого стоило ожидать. У него еще посоха 3-го тира нету. Он еще раскроет себя по полной. Единственная надежда у меня это то, что мне сейчас придет реально дух пятерка. О, разорчик. Я через 2 яйца и хапну. Да, кто-то бы сказал, да подождал бы, может тебе дух придет. Ребята, я верю настолько же в духа, насколько же, что синергия импактовая. Не знаю, 6 духов. Ладно, я не буду гнобить эту синергию, просто она мне не нравится. Слишком уж она тяжелая. Вот тяжелая. Я даже как-то так расстановку сделаю. Вон, кстати, 9 охотников. Котел пошел кастовать. Минус 20 тысяч котел. Мне бы 3-го тира либо рефрешер, либо цепочка. 2 предмета для меня хороши. Ладно, я возьму это для Тазеса. О, рефрешер. Рефрешер будет неплохим предметом. У меня 2 раза котел закастует, и, возможно, даже я снесу вражеский стол. Провидец. А мне некуда тебя тыкать, провидец. Вот хотел бы я тебя взять, но не могу. Мне, как минимум, некуда тебя взять. Зато Докер GG сейчас уже с винстриком. Да, Рубик полезный скилл, конечно, стырил. Опять это куртил очка. Он еще и в тройку себе собрал Джаггера. Три топчика остались. Объективно расцениваю свою оценку. Мне жопа. Ладно. Даже если бы я оставил сейчас себе яйцо, ну, мне дух пятерка бы не пришел. Ну, судя по тому, что я вижу сейчас, то, скорее всего, дух пятерка ко мне даже не пришел. Кстати, вдруг кто не знает, то синергия морских при 6... Короче, при полной синергии морских... Ну, кстати, ральну это все. БКБ мне не надо. Сейчас попробуем. Да, я рефрешер пока... На самом деле, надо было перекинуть рефрешер. Но не успевал немножечко. Ну, вроде бы дух в единицу со скиллом в двойку еще может ваншотать. Судя по тому, что я вижу. Но у чела есть, как бы, рапира, какая разница? Ваншотую я его, не ваншотую. Ему вообще плевать. Ладно, я перекину сейчас шмотки обратно в котлам.
Но зато я точно уверен, что этот чел играет на скиллухе. Выбил рапиру, взял себе винстрик. Да. Но у него, давайте честно говорить, у бога орка еще сейчас не full комплект по предметам. Его не хватает посоха третьего тира. Как только у него будет посох третьего тира, он его раскрутит. По крайней мере, должен раскрутить. Хотя на самом деле я не уверен, что ТБшка его не вынесет сейчас. У него все-таки есть рапира, у него довольно-таки хорошие шмотки. Ну, реально у него хорошие шмотки. Тут гадалки не ходи, но шмотки у него будь здоров. О, кстати, яйцо. Сюда. Ну вот, яичко у меня есть. Давай духа, духа, духа. Жизненная жиза, еще этот догончик упал. Да. Я, скорее всего, сейчас вылечу. Не знаю, может быть, в котла попробую предметы перекинуть. Ну, давайте объективно честными быть. Джаггернаут меня раскрутит. ТБшка меня ваншотнет. Все. Финита ля комедия. Я даже как-то так сейчас расстановку сделаю, хотя я уверен, что это намного хуже будет. Так, топчик ко мне пришел. Кто бы сомневался, чел БКБ себе нашел. Несмотря на то, что его тиник даже выкинул отсюда. Все, я его пробить не могу. Не, ну, есть еще шанс, что мне придет дух пятерка. Но так как чел нашел себе БКБ, я думаю, это без толку. Но зато, ребят, знаете, я показываю, как оно есть. Вот что могут духи маги. Когда есть в билде Джаггер. Ну, хотя нет. Дух пятерка ко мне не пришел. Спасибо тебе огромное за то, что ты ко мне приходишь. Очень вовремя, очень надо. Огони мне, наверное, кстати, перекину все-таки в котла. Я в котла как-то сейчас больше верю. Ну, скажем так, надежда умирает последней. У чела-то бэшка. Ну, там не передать словами, какой жесткий ТБ. 5 Джаггер. Ха-ха, я сдох. Я сдох. Ну, кстати, Леон его ваншотнул. Не знаю, каким образом, но Леон ему только что ну, много хп снес. Но в любом случае я сейчас проиграл. Ну, что поделать. Минус 5 по лицу. Ладно, давайте досмотрим эту каточку до конца. Посмотрим на скиллуху Докер GG. Смотрим на эту скиллуху, смотрим на его предметы. Он даже, если что, он их не переделывает особо, они ему не нужны. Он уже переделал довольно-таки много предметов, и все, как бы этих предметов ему достаточно. Он даже, чтобы вы понимали, арчит закинул в АЭМа. Он закинул в АЭМа арчит, а не в ТБшку. ТБшка, который... Но на самом деле, если ТБшка нашел бы себе еще рефрешер сверху, то все, это было бы конечное. У него было бы 5 керри, с пул 5 шмотками, с 5 рапирами. Я напомню, что если что, Эмпреска имеет почти аналогичную способность. Но там сразу иллюзия появляется со всеми шмотками. А тут у тебя ТБшка перевоплощается. Если еще и рефрешер найдешь, то у тебя будет 5 ТБшек. Скилл и никакого мошенничества. Это дефолт. Еще и спектру в двойку нашел. Эх, ладно. Я не буду говорить о том, что я духа пятерку не нашел свой билд. А он нашел себе спектру в двойку. Давайте просто насладимся этим моментом. На самом деле, мне нравится то, что Джаггер не выиграет эту катку. Знаете почему? Потому что я чуть ли не в каждой игре вижу Джаггернаута через посох 3 тира, через маску 5 тира. Поэтому, в принципе, это как мед на душу. Но обидно, конечно, что ТБшка меня вынес. Но
Лучше пусть ТБ выиграет эту катку, нежели выиграет Джаггер. Хотя Джаггер тоже зашел уже в топ-3, поэтому он тоже считается победителем. Как-то так. Пока-пока. Ну, кстати, даже на самом деле Джаггер даже, я так понимаю, не понимал, какие ему предметы нужны, чтобы выигрывать. Он просто играл на Джаггернауте. И все. Потому что посоха 3-го тира у него не было. Ладно. Ладно. Что ж. Бывает. Жизненная жиза. Как-то так. Честно, я немножко расстроился на эту игру. Немножко. Вот прям на вот столечко расстроился. Но сказать, чтобы я полноценно расстроился и прям упал в дизмораль, нет. Ни в коем случае. Почему? Потому что духи они такие. Они своеобразные. Слишком много для духов надо, чтобы они зажили своей жизнью. Возможно, был бы у меня Зевс в этой катке. Было бы у меня 6 магов, 6 духов. Возможно, был бы у меня дух-жрец, пятерка. То все равно бы Джаггер их всех раскрутил. Даже если бы не ТБшка, то Джаггер. Но ТБшка там огромный. Ой, короче, ребят, я даже не знаю, что мне добавить по поводу этой игры. Давайте так. Вы в комментариях мне напишите, что думаете по поводу этой игры, какие мои ошибки. Только давайте так. Объективно, четко по делу, какие мои ошибки в этой игре. Я сделал свой максимум, на духах я не играю очень часто. Поэтому опыта игры на них у меня вот такой. Вот. Вот видите, вот такой вот размера, там миллиметражи, вот прям. Если так посмотреть, то вот как-то так. Миллиметр. Миллиметр того, что я умею играть на духах. Но на самом деле, возможно, не я не умею на них играть, а просто они как есть. Ну, естественно, есть такие, как Джаггер. И вот такие вот скилловички, которые рапиру находят с гиперстоном, с блинком, кристальчиком и мьёльниром. Ну, скилл и никакого мошенничества. Как мне написали в чате комьюнити, 75% скилла, а все остальное это погрешность и везение. Я на самом деле забыл, что там третье было. Но везение было, да, вспомнил потом. В общем, от вас в комментариях, что вы думаете по поводу этой каточки. И не забываем, 50 лайков соберу. Соответственно, какую сборку реализую? Верно. Это Свен Керри через Ведьмаков и Драконов. Соответственно, когда я их запишу, соответственно, и выложу. Но не забываем, 50 лайков, ребят, 50. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем оставлять свои лайки. Не забываем оставлять свои комментарии, что думаете по поводу этой каточки и в целом. А также подписаться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи.